Всем привет! Меня зовут Дима, и сегодня я расскажу, как настроить выгрузку новых контактов из BotHelp в сервис email рассылок Unisender. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать новые контакты из BotHelp в другие системы. Например, в Unisender вы сможете создавать новый контакт, настраивать по нему email рассылку и также взаимодействовать с ним в дальнейшем. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных BotHelp. На этом этапе необходимо выбрать действие «Получить данные». Теперь вам необходимо создать виртуальный аккаунт BotHelp в сервисе Apex Drive. В этом окне вы можете дать ему название или просто кликнуть «Сохранить». Когда созданный аккаунт отобразился в списке, выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите URL для приема данных. Именно на эту ссылку будут приходить новые контакты из BotHelp. Для того, чтобы продолжить настройку, копируем URL и переходим в личный кабинет BotHelp. Далее вам необходимо перейти к вашей воронке общения с ботом. В данном случае у меня воронка общения с ботом настроена в Telegram. Обратите внимание, что каждый ответ пользователя с контактными данными, которые вы хотите сохранить, должен быть связан с одной из переменных. После всей цепочки общения с пользователем необходимо добавить еще одно действие. В качестве действия добавляем отправку данных на веб-хук. В поле Send Lead Webhook вставляем скопированную ссылку в системе Apex Drive. Сохраняем и не забываем соединить. После этого нам необходимо сгенерировать новые данные путем общения с нашим ботом. После того, как вы сгенерировали новые данные, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». Теперь вы видите данные, которые мы только что сгенерировали. Если на этом этапе данных нет, попробуйте выполнить действия, которые были описаны ранее. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом настройка источника данных BotHelp успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем Unisender. Далее необходимо выбрать действие «Добавить email». На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт Unisender к сервису Apex Drive. Для этого необходимо указать ключ API. Чтобы его получить, переходим в личный кабинет Unisender. Далее необходимо перейти к настройкам аккаунта. Теперь нам нужна вкладка «Интеграция и API». На этом этапе нам необходимо скопировать ключ доступа к API, поэтому кликаем «Показать полностью». В этом окне вам необходимо указать пароль личного кабинета Unisender. Когда ключ доступа к API полностью отобразился, копируем его и вставляем в соответствующее поле в системе Apex Drive. Когда необходимое поле заполнено, кликаем «Сохранить». Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе нам необходимо выбрать список, в который мы хотим добавлять новые контакты. Далее вы видите поля, которые необходимо заполнить для создания нового контакта в Unisender.
В эти поля вы можете передавать переменные из bot.help. Для того, чтобы это сделать, кликните в поле и выберите переменную из выпадающего списка. Когда все необходимые поля заполнены, кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите пример данных, которые будут отправляться в Unisender при каждом новом контакте из bot.help. Если вас что-то не устраивает, кликните «Редактировать» и вернитесь на шаг назад. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в Unisender». После успешной отправки переходим в Unisender и проверяем результат. Если вас все устраивает, возвращаемся в сервис Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных Unisender успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление и выбрать интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграции и удачи!